Свадебный день должен был стать самым счастливым в жизни Ханны. Все было устроено до мельчайших деталей. Роскошный особняк, изящные цветочные композиции, блестящая посуда на столах, живая музыка и многочисленные гости. Она долго грезила этим моментом, о длинном белом платье, о восторженных взглядах гостей, о чувствах, скрепленных перед всеми свидетелями. Лукас, ее будущий муж, выглядел так же самоуверенно, как всегда. Его привычная легкая ухмылка не сходила с лица, а в походке ощущалась привычная дерзость. В разгар торжества он встал, чтобы обратиться к собравшимся с речью. Гости обратили на него внимание, ожидая теплых и трогательных слов. Вместо этого они услышали насмешку, тонко замаскированную под шутку. Его слова оказывались колкими и ехидными, словно Ханна была участницей спектакля, в котором ее роль — наивная невеста. Он говорил о затраченных средствах, о своем терпении и о том, как удачно ей повезло. Все это звучало с надменной усмешкой и легким пренебрежением. После его слов наступила оглушающая тишина. Гости переглянулись, кто-то неловко отвел глаза. Ханна осталась неподвижной, словно застыв в мраморе. Щеки ее вспыхнули, но она не дала виду слабости. В этот момент позади Лукаса появился мужчина. До этого его почти не замечали, но теперь он притянул к себе все взгляды. Высокий, с прямой спиной, с пронизывающим холодным взглядом и внутренней силой, не требующей демонстрации. Это был отец Ханны, Ричард, бывший генерал полиции. Лишь немногие знали его лично, но имя его вызывало уважение даже у тех, кто привык жить по своим законам. Он подошел медленно, но каждый его шаг звучал громче любых слов. Люди инстинктивно расступались, освобождая путь. И хотя Ричард не произнес ни одного слова, его взгляд был полон такой силы, что слова были лишними. Свадебная церемония была прервана. Лукаса вывели спокойно, без шума, но с окончательностью, от которой невозможно было скрыться. Он понял, что перешел черту. Не перед Ханной, а перед человеком, который никогда не оставляет обиду без ответа. Ханна осталась одна среди цветов и мерцающих огней. Но теперь в ее глазах была не растерянность, а решимость. Она потеряла жениха, но обрела себя. Праздник завершился, но началась новая глава, честная, свободная от унижений, с уважением, которого она всегда заслуживала. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.